Привет, это майор в отставке. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Центр МВД – одно из самых зловещих подразделений российской правоохранительной системы, самое настоящее гестапо, созданное якобы для борьбы с экстремизмом. На данный момент эта служба представляет собой сборище отбросов как общества, так и полиции. Центр был создан как инструмент политических репрессий, где под предлогом борьбы с экстремизмом власти душат любое инакомыслие и загоняют оппонентов режима в тюрьмы. В этом видео я объясню, почему нормальный человек никогда не пойдет работать в это подразделение и как оно стало одной из самых главных движущих сил репрессивного аппарата Путина. От вас, как обычно, потребуется досмотреть это видео до конца, поставить лайк, поделиться им и, разумеется, подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, поехали. Центр был основан в 2008 году на обломках упраздненного УБОП, когда власти начали активно расширять инструменты контроля за населением. Кстати, историческим предшественником Центра является орган политического сыска и суда России XVIII века – тайная канцелярия. Ключевое слово здесь «политического». Когда-то Управление по борьбе с организованной преступностью, УБОП, было одним из ключевых подразделений МВД России, созданным для борьбы с настоящими криминальными структурами, такими как банды, рэкетиры и другие формы организованной преступности. УБОП был активен в 90-е и 2000-е годы, когда в стране наблюдался расцвет организованной преступности, вымогательства и похищения людей. Оперативники этого управления занимались настоящими уголовными делами, включая ликвидацию преступных группировок, расследование крупных экономических преступлений и борьбу с бандитизмом. Однако в 2008 году УБОП был упразднен в рамках реформы МВД, и на его месте был создан Центр по противодействию экстремизму, Центр Эта реформа полностью изменила направление работы. Вместо охоты на бандитские группировки и криминальных авторитетов сотрудники нового подразделения стали специализироваться на борьбе с так называемым экстремизмом. Практически вся работа стала сводиться к расследованию дел, связанных с репостами в соцсетях, участием в митингах или иной политической активности, которую власти сочли угрозой. Эта трансформация не прошла без скепсиса среди бывших оперативников УБОП, для которых отслеживание постов в интернете и участие в подавлении митингов выглядело полной хуйней по сравнению с реальной работой с организованной преступностью. Первоначально обществу скормили легенду, что основная задача Центра будет заключаться в борьбе с реальными экстремистами и террористами. Однако реальность оказалась другой. Вместо реальных террористов Центр взялся за политических активистов, правозащитников и всех, кто осмеливается критиковать власть. Методы работы весьма первобытные, от фабрикации дел до запугивания и пыток. В этой структуре не работают люди, которые могут называться профессионалами в борьбе с экстремизмом, в том смысле, как это объясняет закон правового государства. Эти люди вовсе не охотятся на террористов и не ведут борьбу с экстремизмом. Они ведут борьбу с инакомыслящими за непоколебимость режима. Настоящих террористов в России не так много, а вот инакомыслящих хватает. Для российских властей угроза в лице тех, кто осмеливается критиковать Путина и его режим, гораздо важнее, чем реально террористическая угроза. Поэтому Центр занимается только одним – подавлением инакомыслия и фабрикацией уголовных дел. В России само слово «экстремизм» давно утратило свое первоначальное значение. Если в нормальных странах под экстремизмом понимают общественно опасные действия, направленные на подрыв общественного порядка, терроризм и насилие, то в России под этим словом скрываются любые проявления несогласия с политикой властей. Политическим активистам, журналистам, блогерам, правозащитникам и просто неравнодушным людям могут инкриминировать экстремизм за участие в митинге, за пост в социальных сетях или даже за простое выражение своей позиции на улице. Для Центра этого достаточно, чтобы объявить человека врагом государства и начать преследование. А если вдруг этого недостаточно, то они без угрызения совести включают машину провокации и фабрикации. Именно для этого само законодательство по борьбе с экстремизмом в России было намеренно изменено. Оно стало настолько резиновым и неопределенным, что под его действие может попасть практически любой гражданин, если он не угоден властям.
Вышел с плакатом против вырубки леса, ты экстремист. Вышел на митинг или написал пост с критикой властей, ты тоже экстремист. Ведешь свой блог в сети, на котором рассказываешь правду своим подписчикам, ты тоже экстремист, а может даже и террорист. Центр Э следит за этим. Он получил в свои руки мощный инструмент и лицензию от властей, позволяющую ему делать людей опасными преступниками без реальных на то оснований. Центр Э давно прославился своими провокациями и фабрикациями уголовных дел, и одним из самых недавних примеров их деятельности стало дело Евгения Мищенко. Волонтер Немцова моста в этом октябре был приговорен к 12 годам колонии за переписку с якобы Легионом «Свобода Россия». Сотрудники Центра Э внимательно следили за ним, начиная с его участия в оппозиционных акциях, и использовали любые его контакты, чтобы создать дело на пустом месте. В итоге Центр Э не только инициировал уголовное преследование Мищенко, но и активно участвовал в его задержании. Один из сотрудников этого подразделения был внедрен к нему в качестве активиста. Он записывал разговоры с ним на диктофон и лично ездил с ним снимать какие-то военные объекты. Мищенко был обвинен в государственной измене исключительно на основе его переписки, которую сотрудники Центра Э трактовали как передачу данных о российских войсках. На деле же, как утверждают его защитники, вся переписка была мирной, и никаких реальных действий против государства он не предпринимал. Очевидно, что и в роли легиона на другом конце провода выступали сами эшники. Еще один всем давно известный пример – постоянное давление на Алексея Навального и его соратников. Центр Э вместе с ФСБ стал активно участвовать в давлении на ФБК практически с момента его основания, устраивая провокации и участвуя в фабрикациях уголовных дел. Навальный и его сторонники неоднократно становились жертвами провокаций, построенных в том числе и Центром Э. Их задерживали на митингах, обыскивали, возбуждали уголовные дела, инкриминируя экстремизм лишь за то, что они выпускали антикоррупционные расследования, выходили на протесты против коррупции и требовали честных выборов. Все это в итоге закончилось признанием ФБК экстремистской организацией и убийством Алексея Навального в тюрьме. Еще можно вспомнить дело против Константина Котова, который был осужден за участие в несогласованных митингах. Его признали экстремистом за то, что он вышел на улицы Москвы с требованием свободы политзаключенным. Центр Э сыграл ключевую роль в его аресте, демонстрируя, как они могут искусственно придавать мирным протестам вид экстремистских действий. В столичном регионе активную роль в репрессиях играет знаменитый Алексей Окопный, сотрудник Центра Э, который продолжает оставаться одной из ключевых фигур в преследовании политических активистов в России. Начинал Окопный в РУБОП в отделе по экстремизму. Вот он, тупое выражение лица, узкий приплюснутый лоб, что говорит о недостаточном количестве мозга, вероятно. На груди георгиевская лента, как бы подтверждающая все это. В его активе участие в резонансных делах, где Центр Э систематически использует провокации и фабрикации обвинений против оппозиционеров. Одним из самых известных и последних примеров является его участие в деле Григория Меликоньянца, председателя движения «Голос», известного своей деятельностью по защите прав избирателей. Окопный, как и его коллеги, активно фабриковали обвинения, утверждая, что Меликоньянц сотрудничает с иностранными агентами и нежелательными организациями, что стало основанием для его задержания и возбуждения уголовного дела. Имя Окопного также всплывало несколько лет назад в контексте трагического инцидента, связанного с убийством Юрия Червочкина. Червочкин был активным оппозиционером, выступавшим против власти в рамках другой России. В ноябре 2007 года он был жестоко избит неизвестными, вскоре после чего умер в больнице. До этого, за несколько дней до нападения, Червочкин сообщал о преследовании со стороны оперативников, в то время еще отдела подмосковного РУБОП по борьбе с экстремизмом, а в частности со стороны Окопного, что прямо указывало на его причастность к нападению. В частности, он обвинял сотрудников отдела в том, что они организовали слежку за ним и создавали атмосферу запугивания. Впоследствии Окопный перешел в Центр Э. Смерть Червочкина она вызвала широкий общественный резонанс. В своем последнем интервью Юрий упомянул Алексея Окопного как одного из сотрудников, которые за ним следили. Несмотря на расследование, которое было начато после его убийства, никаких конкретных обвинений против Окопного и других оперативников РУБОП, а потом и Центра Э, выдвинуто не было. Тем не менее, этот случай навсегда закрепил за Центром Э репутацию структуры, готовой использовать крайние методы для борьбы с оппозицией, включая провокации и запугивание.
Еще одним примером провокационной деятельности Центра Э является случай на акции в поддержку Алексея Навального в Челябинске в 2021 году. Во время этой мирной акции сотрудник местного Центра Э Богдан Крысин устроил открытую провокацию, толкнув студента Елисея Гуляева в сторону бойцов ОМОНа, что создало видимость агрессии со стороны Гуляева и протестующих. Впоследствии Гуляев был оштрафован за участие в несанкционированном митинге. Рапорт на него написал сам Крысин. Приводя примеры работы этого подразделения, я не могу не сказать о Центре Э МВД по Ярославской, моей родной области. Важную роль в функционировании Центра Э в этом регионе играет его начальник, человек с говорящим именем Кадыров Бахадур Надырович. Да. Бахадур Надырович – это не просто чиновник в погонах, это человек, который губит судьбы людей и, судя по всему, получает от этого удовольствие. Лично контролируя аресты блогеров, он становится лицом этой системы. Этот человек олицетворяет методы работы, ставшие визитной карточкой подразделения. Именно за это летом текущего года ярославский Кадыров получил от Путина медаль за заслуги перед Отечеством второй степени. Он вел поистине кадыровские методы работы в области с извинениями задержанных на камеру. Вероятно, в этом и заключаются его заслуги перед Отечеством. Последние извинения задержанных его подчиненными ярославцев, кстати, были выложены в сеть на днях. Как вы видите, у самих сотрудников полиции зиговать и одновременно петь гимн России получается куда лучше. Но у них есть один секрет, одно преимущество. Для храбрости и уверенности перед этим нужно было просто выпить. Позвольте заметить, что эти поющие полицейские патриоты предусмотрели все. Они выпили, зиганули, причем сделали это все в кабинете, а чтобы загладить свой проступок, сразу одновременно с этим спели гимн России, как бы извиняясь на камеру за это столь чудовищное преступление. Они, можно сказать, основоположники кадыровских методов работы. Эх, где ж ты был тогда, Бахадур Надырович? А ведь это видео оказалось пророческим. Спустя несколько лет Россия превратилась в самое настоящее фашистское государство с зигующими ватниками, со своими свастиками, украшающими полицейские машины, своими Геббельсами, Шпеерами и, конечно же, своим фюрером, но только ватным. Бахадур Надырович активно участвует в операциях Центра Э, лично возглавляя некоторые задержания. Как это произошло, например, в случае с арестом блогера-стримера в прямом эфире, известного как Почта в прошлом году. Ранее Почта в одном из своих стримов сказал: «Я всегда был за Украину, я этого не скрываю, Россия не права». Кадыров тогда лично руководил его задержанием, показывая, насколько важным для него является преследование тех, кто осмеливается выражать несогласие с политикой Кремля в интернете. Кто это? Вот. Он что? Он что? Ай, сука! Не, ну, руки по тебе! Дай лёг! Полиция! Вы Аккуратней, да, мы полиция! Так, ну-ка. Тогда, как вы заметили, Кадыров проявил себя как обыкновенное быдло, а Почту потом также заставили извиняться на камеру. Но это, наверное, такая фишка сотрудников Центра Э быть быдлом. Туда адекватных не берут. Этот случай не уникален. Под руководством Кадырова Ярославский Центр Э активно занимается мониторингом социальных сетей и интернет-пространства в поисках угроз. Часто оказываясь на стороне тех, кто готов фабриковать дела и подгонять доказательства под нужные обвинения. Они активно взаимодействуют с ФСБ, с местным ФСБ. Методы Кадырова, тот что Бахадур, включают не только запугивание, но и пропаганду среди населения. Он убеждает людей сообщать о подозрительных гражданах, тем самым создавая атмосферу страха и подозрительности.
В интервью он неоднократно заявлял о том, что любая странная активность, в том числе размахивание руками или тревожное поведение на улицах, должна быть немедленно сообщена в полицию. Таким образом, Кадыров активно расширяет полномочия Центра в области, видимо, нализывая на более высокую должность. С такими темпами его ждут действительно хорошие перспективы. Судя по многим известным делам, оперативники Центра работают по заранее отработанной схеме. Сначала они находят неугодного активиста, журналиста или блогера. Дальше идет сбор доказательств. Как правило, это посты в социальных сетях, видео с митингов, интервью или другие материалы, которые можно интерпретировать как призывы к экстремистской деятельности. Зачастую такие материалы специально провоцируются самими оперативниками, так называемыми провокаторами, которые внедряются в ряды оппозиции, чтобы спровоцировать людей на резкие высказывания или действия. А в последнее время в моду пошли откровенные провокации, которые аишники и их старшие братья из ФСБ устраивают на фоне войны против Украины. Они сами выступают в роли представителей иностранных спецслужб или военных, подстрекая своих жертв на совершение определенных действий, за которые потом сами же их и задерживают. Затем начинается этап давления, обыски, допросы, выемка техники, подбрасывание компрометирующих материалов. Все это делается для того, чтобы сломить человека и вынудить его либо признать свою вину, либо хотя бы замолчать. Те, кто отказывается подчиняться, подвергаются еще большему давлению. Аресты, новые обвинения, уголовные дела. В общем, они сами эти преступления организуют, сами же их, получается, совершают, потом сами их и раскрывают. Только сами, в отличие от обычных людей, отскакивают от этих преступлений. Агенты Центра часто работают под прикрытием на митингах и политических мероприятиях, внедряясь в активистские группы. Они собирают информацию, провоцируют конфликты, создают лидеров для того, чтобы впоследствии арестовать участников. Эти сотрудники практически не видны в публичном пространстве, что делает их работу более опасной и непредсказуемой для активистов. Центр также использует технику точечных ударов. Это аресты тех, кто представляет наибольшую угрозу для власти, создавая эффект страха среди оппозиции. Так почему нормальные сотрудники туда работать не идут? Сейчас расскажу. Когда Центр только создали, туда идти работать вообще никто не хотел. Оно и понятно, кто захочет ловить интернет-репостеров и возиться с мемами, когда еще недавно ловил настоящих преступников и бандитов. Это подразделение появилось буквально на развалинах у БОПа, и сотрудники, привыкшие к серьезной оперативной работе, сидели и высмеивали всю эту ситуацию. Стандартный полицейский, который работал по организованной преступности, теперь должен был разоблачать угрозу от картинок в социальных сетях. Все это выглядело как какой-то дерьмовый анекдот. А в начале десятых вообще там был дикий некомплект. И по некоторым регионам штаты забивали максимум только на 50-60%. Настоящих специалистов, которые хоть что-то понимали в настоящем экстремизме, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Основная масса сотрудников оказалась там по принципу пересидеть до пенсии, или их просто ссылали туда в качестве наказания. Кадров не хватало, и начальство лично вербовало выпускников МВД, разъезжая по институтам и зазывая на работу, но особо никто не горел. Однако со временем что-то изменилось. Центр получил зеленый свет от самого Путина. На коллегиях МВД тот постоянно подчеркивал важность борьбы с экстремизмом, и роль подразделений резко выросла. Теперь сотрудники Центра получили оперативные привилегии. Им проще проводить технические мероприятия, наводить справки и выполнять запросы. А главное, работы там меньше, чем в других оперативных подразделениях. Не нужно заниматься реальными преступлениями и рисковать. Основная работа строится по принципу «от человека к делу», где находят подозрительных лиц уже после ищут повод для обвинений. Текучка со временем стала гораздо меньше. Некоторые не особо одаренные сотрудники уже сами стали пытаться туда попасть, понимая, что это гораздо проще, чем, например, в уголовном розыске, где настоящее преступление нужно раскрывать с фактами на руках. Но работа в Центре – это, как я уже сказал, не борьба с преступностью, а участие в репрессивной машине, которая уничтожает жизни обычных людей. Это работа в обновленном современном гестапо, путинском гестапо. Любой сотрудник этого подразделения, осознающий, чем оно занимается, понимает, что он не охраняет законный порядок, а помогает кучке путинских преступников удерживаться у власти любой ценой. Ключевым критерием отбора в это подразделение на данный момент является лояльность режиму, его неконституционным преступным законам и ненависть ко всему либеральному.
Это люди со сломанным механизмом и смещенными полюсами в головах. Те, кто действительно хочет защищать закон, обычно покидают такие структуры или вовсе отказываются туда идти. Остаются только больные фанатики режима, без совести, без понимания моральных и нравственных норм. Вскоре после создания этого подразделения, то есть Центра Э, я встретил одного сотрудника, которому угораздило туда попасть после реформы МВД. Прозрение пришло к нему буквально на моих глазах. «Слушай, Олег, — сказал он мне, — меня руководство заставляет одного парня задержать по делу с окраской экстремизм». Вот, я говорю, я охуеваю, я знаю этого парня вот с таких вот детских лет. Какой он нахрен экстремист? Но в итоге он никого задерживать не стал, а через несколько дней просто взял и уволился оттуда. Но так поступают лишь единицы, если не один из всех. Центр Э привлекает к себе тех, кто готов ради карьеры и привилегий закрыть глаза на моральные нормы и действовать по указке сверху. Эти люди выполняют грязные поручения власти, не задавая вопросов. Именно поэтому среди сотрудников Центра Э практически невозможно встретить людей с высокой профессиональной и этической подготовкой. С каждым годом Центр Э становится все более опасной структурой. Дело в том, что он, как и другие оперативные подразделения, получает все больше полномочий и больше оперативных возможностей благодаря законотворцам, так называемым, которые сидят в Думе и которые придумывают все новые способы лишить людей права на личную жизнь, вроде пакета Яровой или всяческих там реестров. Центр Э активно взаимодействует с ФСБ, являясь его правой рукой. Ожидать, что это подразделение когда-либо займется реальной борьбой с экстремизмом, а не политическими репрессиями, не стоит. Он задумывался не для этого. Напротив, можно прогнозировать дальнейшее ужесточение их методов, полагая, что впереди нас ждут еще более массовые аресты и преследования. Центр Э продолжит свою грязную работу, пока не произойдут кардинальные изменения в политической системе страны. Но тогда и Центр Э будет упразднен. Центр Э – это не борьба с экстремизмом в классическом понимании этого слова. Это все понятно. Нормальный человек, осознающий моральные и этические нормы, никогда не пойдет работать в это подразделение. Это работа не по защите закона, а по уничтожению судеб невиновных людей. Подводя итог, хотелось бы сказать очевидное. Центр Э и ФСБ вместе имеют множество сходств с гестапо, тайной государственной полицией нацистской Германии, которая служила инструментом репрессий и подавления оппозиции. Как и гестапо, эти органы путинской России действуют вне норм права, используя размытые определения для обвинений. Гестапо преследовало всех, кого режим Гитлера считал врагами: коммунистов, евреев, профсоюзных активистов, критиков фюрера. А Центр Э на пару с ФСБ находит экстремистов в любом, кто высказывается против ватного фюрера и его режима в России, будь то правозащитник, блогер или волонтер. Оба ведомства, так же как и гестапо, используют тактику фабрикации дел и провокаций. Гестапо использовало страх для контроля общества, и эшники с ФСБ делают то же самое. Любая критика режима может обернуться обвинениями в экстремизме или государственной измене, что эффективно парализует политическую активность в стране. Это самая настоящая реинкарнация гестапо в современной России. Они, как и гестаповцы в свое время, верят, что их никто не остановит, что они будут безнаказанно творить зло. Но история уже показала, что такие структуры, они не вечны. Гитлеровская гестапо пала вместе с гитлеровским режимом, то же самое ожидает и путинская гестапо, когда путинский режим рухнет. И этот день обязательно настанет. Для каждого палача всегда находится справедливый суд. У меня на сегодня все. Если у вас есть что сказать по этой теме, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно их услышать, но только если это безопасно для вас. Становитесь спонсорами канала и жмите на кнопку «Спасибо» под моими видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании, информация там обновляется каждый день. Разумеется, ждите новых видео, ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.